В этом видео мы собираемся отполировать ноги персонажа. Это очень важно, потому что это поможет определить силуэт нашего персонажа. Это также передаст его вес и ловкость. Здесь вы можете увидеть конечный результат отшлифовки всего персонажа. Попробую использовать предоставленный файл в качестве ссылки. Так как они самые большие, я начну с задних ног персонажа. Поскольку мы используем обратный кинематический механизм для этих ног, локация является наиболее влиятельным каналом преобразования для анимации ног. Это первый канал, который мы собираемся отредактировать. Теперь ноги нашего персонажа сильно тянутся к земле, отчего они кажутся очень тяжелыми, и похоже, что нашему персонажу трудно их поднимать. Так что нам нужно будет переделать положение ног в воздухе. Но нам действительно нужно немного задержать движение ног, так как они тянутся за телом. И первое, что я сделаю, это компенсирую на один кадр все клавиши на шестом кадре, немного задержав экстремальную позу ноги в воздухе. Если смотреть сбоку, я буду работать над расположением Z и Y кривой ноги. Поэтому я скрою все остальные каналы и сосредоточусь на этих изгибах. И пока я оттачиваю движение стопы, я наблюдаю за каждым кадром. Чем дальше ты удаляешься от центра масс своего персонажа, тем больше будут дуги. Поэтому, когда ты анимируешь ноги или руки персонажа, очень важно отслеживать, что ты делаешь, и максимально отшлифовать это. Потому что внезапный разрыв в твоей кривой сделает движение этих частей очень широким или очень большим. У тебя будет большой сбой в дуге. Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что падающий объект ускорится еще до того, как ударится о землю. Поэтому убедитесь, что расстояние между вами максимально велико перед ударом о землю и при отрыве от земли. И ты можешь преобразовать рамку контакта с землей в вектор. Это лучший способ избежать ослабления на первом шаге. Наконец, чтобы улучшить читабельность первого этапа, я сделаю так. Перейду в режим просмотра спереди, нажму Alt плюс B и обведу персонажа рамкой. Это включит режим обрезки изображения. Это похоже на создание туннеля, и все, что находится за пределами этого туннеля, не будет показано в 3D окне просмотра. Очень удобно сократить видимость вашего персонажа вдвое. Хотя это, конечно, очень полезно в моделировании, это также очень полезно в анимации. Просто нажмите Alt плюс B еще раз, чтобы очистить вид вырезки. Я посоветую тебе как можно скорее рассчитать траекторию движения стопы. Ты сразу видишь, что у меня очень приличная дуга, но я отполирую ее, используя траекторию движения. Главное, на чем я здесь сосредоточусь, это сделать так, чтобы персонаж при прыжке вытягивал ногу как можно выше. Так что вначале она будет волочиться, а затем подтянется и даже подоберется очень близко к своему животу. Так как мои дуги выглядят очень плавными и поскольку я вполне доволен движением ноги, я переключусь на вид спереди, чтобы поработать над X-образным изгибом ноги. Здесь метод довольно прост. Ты хочешь избежать зигзагообразного движения. А когда нога застревает на земле, у тебя может не быть никаких движений влево и вправо. Так что отполировать кривую X довольно просто. Мы применяем то же правило, что и при работе над нижней кривой. Всякий раз, когда нога соприкасается с землей, я переключаю тип ручки на векторные. Следующим каналом, который вводит наибольшее движение в ногу, будет вращение X. Так что это следующая кривая, над которой я буду работать. Хотя я был вполне доволен дугой ноги здесь, я совершил довольно большую ошибку. Я работал с анимацией стопы только без движения корня, и это ошибка. Я советую тебе как можно чаще проверять свою анимацию с корневым движением и без него, потому что в конце концов, то, что ты будешь анимировать или видеть в своей анимации, будет вашим персонажем, движущимся с корневым движением. Это будет движение вперед, а не стояние на месте вот так. И хотя дуга ноги выглядит круто без движения корня, когда я включил движение корня, это выглядело не так уж здорово. Это не будет серьезной проблемой в анимации здесь, но мне придется исправить это позже. Так что это проблема.
А ты сэкономишь время, если как можно скорее переключишься на корневое движение. Вернемся к нашему вращению стопой X. Главное добиться плавного перехода в воздухе и довольно быстрого движения при отрыве от земли. Нога толкает тело вперед. Вот почему у нас довольно большие изменения между вторым и четвертым кадрами, и я полирую кривую между первым и вторым кадрами, чтобы нога не касалась земли, что представлено здесь осью Y. Одной из моих главных забот было выбрать, буду ли я вводить бросок ногой или нет. И я решил идти дальше. Вот почему наш персонаж приземляется на подушечку стопы, а затем переходит в плоскостопие. Ты можешь думать об этом как о перекате ноги с пятки на пальцы, но на цифре град, как у кошки, собаки или белки, пятка в данный момент не касается земли. Я здесь не для того, чтобы читать тебе курс анатомии, но важно принять это во внимание, потому что ты интуитивно переведешь движение человека в движение животных. Хотя это может сработать или быть стилизованным выбором, важно еще раз посмотреть на животных и понять поведение различных частей их тела в зависимости от их функции или назначения. Здесь я полирую вращение стопы по оси X и Y. Идея состоит в том, чтобы сделать стопу немного направленной внутрь, когда она отрывается от земли, и немного направленной наружу, когда она собирается соприкоснуться с землей. И последнее, что касается контактной рамы, я хочу, чтобы нога слегка касалась земли своим внешним краем. Это очень тонкое движение, которое вы найдете в движении стопы человека во время цикла ходьбы. Стопа слегка наклоняется слева направо, при этом отталкиваясь от земли. Так что даже если это очень незаметно, лучше ввести эту информацию в движение стопы нашего персонажа Белки. Когда я приступил к полировке другой задней ноги, наконец-то сделал более четкое движение, чтобы проверить свою анимацию с включенным корневым движением, как я говорил вам в начале этого видео. И вот тут я заметил странное искривление моей дуги для левой ноги. Ты можешь видеть какое-то вертикальное ослабление на траектории движения. Нам пришлось вернуться к полировке левой ноги. Исправь эту проблему. И это совершенно нормально, что тебе приходится дорабатывать каждый отдельный контроллер каждый раз, когда ты полируешь один из них. Как я уже говорил, поскольку все взаимосвязано, исправление где-то ошибки или плохого движения где-то может изменить ваше восприятие другой части, и вам придется отполировать ее снова. Как и любой вид искусства, анимация никогда не бывает закончена. Решать тебе и твоему расписанию, считать ли ее законченной. Второй важный момент – следить за силуэтом своего персонажа. Я не думаю, что в Blender есть ярлык для этого, но ты можешь перейти к опции затенения, переключиться на плоский, а затем на объект. Таким образом, твой персонаж превратится в один сплошной цвет, который поможет прочесть его силуэт. Идея состоит в том, чтобы избежать перекрывания какой-то части тела и затруднить понимание силуэта. Например, вот здесь, если я наложу обе ноги одну поверх другой, силуэт будет сложнее понять. В то время как если я разделю их, я смогу увидеть, что там две ноги. Так что это не то, с чем ты сможешь справляться все время, потому что иногда точка зрения заставляет части твоего тела перекрываться, но просто имей это в виду. Вот еще почему положение пятки немного смещено, так что мы можем видеть кончики обеих пяток. На заключительном этапе полировки я изменил положение мишени для вытягивания, чтобы ноги не были слишком сильно направлены наружу. На самом деле речь идет не о полировке какого-либо движения. В основном речь идет об исправлении ошибок в обратной кинематике. Но я перемещаю контроллер в пространстве всякий раз, когда чувствую необходимость, а затем играю с его кривой. Поэтому я отведу тебя туда с небольшим промежутком времени, где я буду полировать обе задние ноги, и увидимся немного позже в этом видео, чтобы отполировать передние ноги.
Для передней ноги я не допустил той же ошибки, что и для задней ноги, и в основном работал с движением корня. Процесс в основном такой же, как и для задней ноги, поэтому я просто дам вам два ключевых момента, которые вы должны понять для этого движения. Передние ноги первыми соприкасаются с землей, когда ваш персонаж приземляется. Хотя важно заставить их тащиться в начале прыжка, когда персонаж затем теряет высоту, важно показать, что белка контролирует ситуацию. Так что ты не можешь размахивать руками до упора. Так как мы хотим показать, что наш персонаж контролирует свой цикл бега, то он будет целиться в ту точку цели, на которую приземлиться руками. Если мы посмотрим на эту ссылку, где персонаж трясет руками и ногами по всему кругу, мы ясно поймем, что он не контролирует ситуацию. Опять же, ты должен спросить себя, как двигать ногами, но также и почему ты будешь двигать ими определенным образом. Опять же, анимация похожа на любой другой вид искусства. Если ты хочешь, чтобы это было правдоподобно, в этом должен быть смысл. Судя по времени, поведение нашего персонажа в основном зависит от его веса, ловкости и так далее. Но по мере прохождения этого курса мы попытаемся спросить также себя, как чувствует себя мой персонаж. А как мы можем перевести эти эмоции через движение, через анимацию? Так что имейте это в виду всякий раз, когда вы что-то анимируете. Еще одна вещь, которой я хочу избежать, это чтобы ноги или передняя рука были вытянуты вперед. Эта нынешняя установка растягивается, но она не очень хорошо смотрится на этом персонаже. А также, даже если анимация немного стилизована, я бы хотел, чтобы она была реалистичной. Я советую тебе попытаться сохранить эту анимацию обоснованной, по крайней мере для этой главы, потому что позже, когда мы будем работать над гуманоидным персонажем, мы немного продвинем стиль. Реалистичная анимация – это очень сложное упражнение, потому что речь идет об очень тонком движении. Здесь у меня есть пара кадров, где персонаж соприкасается передней ногой с землей. Я поместил 3D-курсор в качестве ориентира, щелкнув правой кнопкой мыши Shift+ и изменив кривую расположения Y. Я позабочусь о том, чтобы нога находилась в одном и том же положении на обеих контактирующих рамках. Тогда я продублирую последний кадр на первом, чтобы и первый, и последний кадр цикла были такими же, как обычно. Итак, вот у тебя есть ключевой компонент для полировки передних лап. Избегай чрезмерного растяжения конечностей, избегай ненужных и глупых движений конечностями, целься в точку приземления. Следи за тем, чтобы ступни оставались на месте всякий раз, когда соприкасаются с землей, и не забывай проверять силуэт всякий раз, когда работаешь над обеими передними ногами. Я оставлю тебя там с небольшим промежутком времени, когда я закончу эту полировку, и увидимся в следующем видео, где мы собираемся отполировать хвост нашего персонажа.